Она была мамой, хорошей мамой очень. Ей было почти 55, месяц она вот не дожила до своего 55-летия. Да, вот так. Когда ты знаешь, где искать, где может возникнуть проблема, надо просто превентивно стараться эту проблему, если она появится, обнаружить на ранней стадии. Эта тема продолжает быть такой, окруженной мифами и окруженной очень сильно страхом смерти. Очень сильно. И если бы эта информация была доступна ее врачам, ее окружению, то действительно я считаю, что это бы изменило судьбу, и она могла реально сидеть рядом с нами. У нее есть сестра-близнец, которая пошла по другому пути с идентичным генетическим материалом, и история в этом случае развилась абсолютно по-другому. Эта история произошла в моей семье. Эта информация могла спасти моего близкого человека, но мы, к сожалению, о ней не знали. Я сняла этот фильм, чтобы о ней узнали вы. Всем привет, меня зовут Даша, и я расскажу вам историю, которая может спасти много жизней. Я врач-онколог, работаю в частной клинике, где была разработана программа по ведению пациентов с наследственными раками или по ведению здоровых носителей с наследственными раками. По долгу службы, по работе я познакомилась с Мариной Владимировной. В какой-то момент рабочие контакты переросли в нечто большее, и мы узнали, что у нее есть такая мутация, и у нее уже был рак. Ей врачи сказали, что ее вылечили полностью от рака. И она тоже была уверена, что она полностью вылечена, и с ее позитивным настроем по жизни ничего удивительного не было. А дальше она решила выполнить все-таки профилактическую мастектомию, профилактически удалить вторую молочную железу, а в ней уже оказался рак. Это слишком поздно было. Если не вдаваться в подробности, если бы изначально все знали, что это наследственный рак, и лечили его как наследственный рак, то я очень надеюсь, что Марина Владимировна могла бы сидеть сегодня рядом с нами. Савостикова Марина Владимировна, кандидат медицинских наук, сестра-близнец моей мамы и моя любимая тетя. Посвятила свою жизнь науке, была известным цитологом, работала в онкоцентре на Каширке, создала и внедрила новые методы лечения рака, спасла много жизней. К сожалению, когда ей было 40 лет, у нее был диагностирован рак. А Марина Владимировна при жизни она не очень любила распространяться на эту тему. Многие знакомые не знали, что она болела или там лечилась. Но в какой-то момент Марина Владимировна сказала, что она очень хочет, чтобы это ее история, ее личная история приняла огласку. И если это поможет хотя бы одному человеку, она была бы очень рада. Поскольку у нас семейная история очень, скажем так, большая раковых заболеваний, наверное, в целом понимание, что когда-то это может произойти, оно присутствовало. Но опять-таки в силу, в первую очередь, отсутствия информации, отсутствия вообще понимания, что нужно делать, чтобы вообще следить, как проверяться, думаю, все здесь сыграло свою роль, потому что мама никаким образом не проверялась, хотя и ее мама, и сестры ее мамы, в общем-то, у всех были какие-либо раковые заболевания, то есть история была достаточно большая, семейная. И узнали мы таким образом, что у нее начал расти живот. И сначала, в общем-то, мы думали, что... она думала, что она набирает вес, пыталась как-то худеть, что-то предпринимать, ничего не помогало. И когда, в общем-то, стало уже видно, что это уже что-то нездоровое, она стала проверяться, проверяла кишечник, сдавала какие-то анализы, ничего не находили. В общем, никто не мог понять, что происходит. И совершенно случайно она была в гостях у друзей, и там же был врач, женщина-гинеколог, которая сказала срочно пойти и проверить, сделать УЗИ яичников. Срочно проверить. Ну и собственно, когда она пошла, то там уже выяснилось, что это так называемый асцит. Это образование этой жидкости, то есть это уже определенный, скажем так, симптом, показывающий, что там уже все достаточно запущено. Для меня это был какой-то такой
переломный, скажем так, момент, когда, ну вот на до и после, наверное, разделилась. То есть ты как-то сразу понимаешь, что тебе нужно вот сейчас стать опорой, стать вдруг там взрослой, самостоятельной. А у меня папа, он тоже болел, значит, ему диагностировали рак предстательной железы. По папиной линии у бабушки была онкология. По маминой линии и дедушка, и бабушка ушли от рака. Причем бабушка тоже от рака груди. Так что я просто надеялась, что это со мной случится попозже. Рак у молодых не должно быть. У нас в организме все время образуются клетки, которые отличаются от нормы, и у каждого в организме есть гены, которые ответственны за исправление таких ошибок. И набор таких генов мы получаем либо от папы, либо от мамы, точнее и от папы, и от мамы. Половина от папы, половина от мамы. Соответственно, если есть ген с нарушениями функционирования, ошибки не исправляются до конца, и это приводит к повышению риска развития раков. Вообще на некоторых раках показано, что от появления первых атипичных клеток, то есть клеток, которые отличаются от нормы, до развития онкологического заболевания проходит от 5 до 7 лет. Если есть генетические поломки, эти сроки могут быть сокращены. У моей бабушки есть такая генетическая мутация, ген Берсей, который может привести к онкологии. Этот ген передался моей маме и моей тете. К сожалению, они заболели, но моя бабушка, дожив до 74 лет, нет. У нас есть еще вторая система защиты. Да, если в клетках не может быть исправлена ошибка, эти клетки должны быть уничтожены. Речь идет о натуральных киллерах, которые отвечают за противоопухолевый и противовирусный иммунитет. Соответственно, до 35-40 лет эти клетки могут убирать все, то есть до какого-то возраста они могут уничтожать все клетки с ошибками. С возрастом функция этих клеток после реализации детородной функции, которая необходима эволюционно, функция этих натуральных киллеров, она тоже снижается. И поэтому опухоли в пожилом возрасте не являются редкостью. Да, есть не очень большой процент людей, у которых не развивается никакая опухоль при наличии мутации по литературным данным. Но надо отметить, что все литературные данные, они учитывают, как правило, людей до 72 лет. То есть люди отслежены до 72-летнего возраста. В редких случаях до 80 лет они отслежены. Есть категория людей, у которых противоопухолевый иммунитет развит настолько сильно, что даже опухолевые клетки, которые образуются, они уничтожаются противоопухолевым иммунитетом, и они не доживают до своего рака, грубо говоря. Мама в результате именно на генетическую мутацию анализ не сдавала, потому что об этом просто не говорили. Как до появления рака, так и после. Вообще в целом о том, что это возможно, что можно сдать анализ и вот как-то точно это узнать, в принципе, я об этом услышала впервые, когда я уже пошла к врачу. То есть это уже после ее смерти. Произошло собственно, у пластического хирурга, который просто, услышав мою историю, посоветовал мне, что рассказал, что есть такой анализ, и что стоит в таком случае, раз такая семейная история, его сдать. Я сама лично услышала, по-настоящему, когда в мои уши попала эта история, это было за полгода до того, как я про свой диагноз узнала. У гинеколога, у моего стандартного, она мне вдруг сказала: а вы сдавали такой-то тест? Берсей-1 и Берсей-2? Я сказала: нет. Я вообще про это первый раз слышу. Она сказала: вам надо, смотрите, у вас наследственность, вам надо сдать. Я сказала: ну и что? Она сказала: если у вас там есть мутация, вы пойдете и удалите себе грудь и поставите импланты. Я на нее посмотрела и покрутила пальцем у виска. И просто, вы нормальная женщина или нет? Через полгода я реально пожалела, что я ее не послушала. Зачастую терапия, лечение лекарственное того или иного рака определяется наличием или отсутствием той или иной мутации. Самый простой пример. Есть, так сказать, довольно широко уже применяющиеся таргетные препараты, например, Виктибикс. Он работает только на тех пациентах с колоректальным раком, у которых отсутствует определенная мутация. КИРАС, БИРАФ и НРАС. Если их нет, у него дикий тип клетки, нет этих мутаций, то этот препарат работает. Если бы я узнала бы о мутации, изначально вполне возможно,
я бы проходила другую диагностику, я бы не ходила на УЗИ, которые там практически бессмысленны в случае БРСИ. Но, тем не менее, через полгода я узнала, что вот такое дело, и тут уже меня погнали в институте Герцена просто прямым ходом. Когда же мама лечилась, например, лечилась она достаточно долго, в общем и целом она проболела 3,5 года, получается. И нам ни разу ничего подобного не рассказывали. Все, что мне советовали сдавать, это, собственно, онкомаркеры раз в полгода. И все. Я понимала, что в целом генетическая какая-то предрасположенность, скажем так, к раковым заболеваниям, она есть. А когда непосредственно мне врач рассказал, вообще он это говорил в контексте того, что можно будет, в случае, если есть вот эта мутация, то имеет смысл рассмотреть вариант, собственно, превентивной мастектомии. Потому что я ведь приехала к врачу на тему груди, но совершенно другое. Я хотела уменьшить грудь, то есть чисто такая эстетическая история была. И вот тогда он мне и рассказал, что в целом надо сначала вот это проверить, и, исходя уже из этих результатов, рассматривать варианты. Потому что если есть, собственно, мутация, то, он просто сказал, что имеет смысл подумать об этом. Я сразу планировала идти сдавать, то есть я даже не раздумывала на эту тему. И как-то подсознательно, наверное, себя уже готовить к тому, что будет возможным вариант мастектомии, собственно, превентивный. Анализ пришел довольно быстро. Я делала просто в платной клинике. Насколько я знаю, это можно сделать в любой сейчас клинике подобной. Когда я получила анализ, у меня, в общем-то, пришел положительный результат. В моем случае это было 85-90% вероятности рака молочной железы, 50% вероятности рака яичников и около 15% рака кишечника. Я все равно знала, что рано или поздно, вероятнее всего, меня это настигнет. И, в общем-то, понимала, что нужно какой-то разрабатывать план, проверяться. Может быть, просто не думала, что это потребует таких, ранних, скажем так, все-таки действий. Поэтому, когда я получила, меня больше, наверное, волновал вопрос, собственно, какое решение принять по поводу операции. Превентивная мастектомия, операция непростая вообще изначально, но и потом в целом решиться все-таки здоровую ткань удалить, несмотря на то, что она, вероятнее всего, окажется скоро или не скоро, но тем не менее нездоровой. Но в любом случае, в общем, это требует определенных раздумий, требует времени все равно, какой-то, может быть, смелости даже на это решиться. Когда я узнала о том, что у меня возможна генетическая мутация, я испытала ужас, и мне было очень страшно. Я не верила всей этой информации, которая на меня тогда обрушилась, хотя мне об этом рассказала моя любимая тетя с вариантами лечения, если она будет обнаружена. В течение недели, пока я ждала анализ, я старалась ничего не читать в интернете, и вам советую, а только слушать своего врача и, может быть, почитать истории людей, которые с этим уже столкнулись. Спустя неделю я получила анализ, точнее, мне позвонила мама и сказала, что генетическая мутация не была обнаружена. Иногда и врачу очень сложно понять, какую именно мутацию сдавать. Поэтому на приеме всегда рисуется дерево, семейное дерево, отмечается, кто чем болел, кто во сколько умер, от чего умер, как умер. И дальше выясняются наиболее вероятные гены, которые могут быть повреждены. Каждая ситуация обговаривается очень индивидуально, потому что есть несколько подходов к данной проблеме. Кто-то выбирает выжидательную тактику, во-первых, кто-то игнорирует вообще существование этой проблемы. Говорит, что все равно есть вероятность, что я не заболею, я не хочу жить с этой мыслью, и я хочу продолжать жизнь ровно так же, как и до того, как я узнала, что есть мутация. Вторая группа людей говорит, что хорошо, я знаю, что у меня есть мутация, и мы разрабатываем вместе программу, как наблюдать за этим людям, с какой частотой.
Параллельно мы смотрим противоопухолевый иммунитет, то есть натуральные киллеры, насколько сам организм может помогать в решении проблемы, да, насколько сам организм с другой стороны может уничтожать вот эти клетки, в которых уже допущена ошибка. И третий вариант, когда человек решает сделать какое-то профилактическое вмешательство и удалить еще здоровый орган. Хотя, если мы посмотрим, там очень редко удаляются здоровые органы. При детальном изучении все равно можно найти единичные в поле зрения опухолевые клетки. На желудке, кстати, четко показано, что не было ни одной профилактической гастроктомии, то есть не было ни одного профилактического удаления желудка. Удаляли желудок в возрасте от 16 до 40 лет, и фокусы опухолевых клеток были обнаружены в каждом желудке, вне зависимости от возраста удаления. Поэтому удаляется ли здоровый орган, это большой вопрос. Когда я вернулась в Иваново, то у меня уже была консультация с 3 врачами сразу. И у них, в общем-то, было разное мнение. Да, у 2 врачей, причем они оба мужчины, они, в общем-то, ну, скажем так, если можно так сказать, они были за мастектомию, хотя все равно здесь не было ни за, ни против, но, в общем-то, наверное, какая-то позиция у них была. А вот 3-я женщина-врач, она была как раз против. Она считала, что с этим можно подождать, что надо сначала родить ребенка и, ну, собственно, кормить его грудью, а уже потом, попозже, можно будет к этой теме вернуться. Вот. Я выслушала все аргументы, запуталась еще больше и уехала домой думать дальше. Склоняюсь к тому, что скорее да, отговорил бы, что можно, еще есть время, можно еще, так сказать, прожить какое-то энное количество лет все-таки с естественной молочной железой своей. Возможно, чтобы это позволило женщине выполнить свою, так сказать, детородную функцию, вскормить ребенка, это тоже важно. Поэтому я бы, скорее всего, отговорил. Последним таким решающим моментом был, в общем, очередной просто разговор с молодым человеком, когда он озвучил то, что, наверное, для ребенка важнее здоровая мама, нежели вот кормление грудью. Получается, мне было 25. Ну, то есть я вот взвесила, например, и поняла, что да, вот у меня есть здоровые молочные железы, которые в будущем, ну, как бы, скажем, это прямым текстом, да, ну, в которых в будущем будет рак. Ну, то есть 85-90% это все-таки, скорее всего, да, чем нет. Мне было 37 лет. Диагностировали его... Ну, я сама, в общем, почувствовала, что что-то не так. У меня стало болеть, я там что-то поносила тяжелое, у меня стало болеть очень лопатка, рука. Я поняла, что мне что-то здесь отекает, как-то все очень странно выглядит. Вот. Я пошла к своему мамологу, потому что я регулярнейшим образом наблюдалась, абсолютно регулярно, просто как по часам. Я каждый год ходила на УЗИ, как положено по моему возрасту было, вот я ходила. Вот. Я к ней пришла, она говорит, ну, это у вас невралгия, ну, раз вы ко мне пришли, внепланово, хотя я буквально недавно у нее была, посмотрим, что у вас там такое. И вдруг она видит, ну, какое-то образование. Она меня отправляет в институт Герцена. Ну, там уже берут быка за рога, там уже все. И мне методом ПЦР сразу выявилось. Как правило, генетический тест, чтобы определить наличие мутации, проводится по крови. Есть 2 разных метода, как определять. Там скрининговый метод, он быстрый, дешевый, его очень легко делать. Выявляются самые часто встречающиеся мутации. Там, если мы говорим о BRCA, то есть 8 точек, в которых чаще всего встречается мутация BRCA. И второй метод — это более дорогой, громоздкий, очень сложный в исполнении, где исследуется весь ген полностью от начала до конца. Недавно в России, кстати, было с одной фирмой было проведено генетическое исследование, да, генетических. Вот изучали, правда, рак яичников, и оказалось, что при детальном изучении всех людей, там было около 400 людей, 35% людей имеет мутацию.
И порядка 30% людей получили эту мутацию по наследству. Это очень много людей, но очень много людей выпадает из поля зрения, к сожалению, потому что не хватает информации. Не хватает информации у врачей, не хватает информации у пациентов, у родственников пациентов. А это очень-очень важный пласт знаний, потому что знание о мутации очень серьезно влияет и на выбор метода лечения, и на дальнейшее наблюдение, и на консультирование семьи. Различается буквально все. Даже в каком-то смысле я, может быть, и облегчение какое-то испытала, потому что это объясняло как-то, почему это со мной случилось в 37 лет. Возраст детей на момент диагностики на 20% меньше, чем у родителей. То есть каждое последующее поколение болеет раньше, реально раньше, чем родители, дедушки, бабушки и так далее. Я начала лечиться в институте имени Герцена, диагностировали, значит, нулевую стадию, рекомендовали операцию, рекомендовали двустороннюю сразу операцию с имплантацией, сказали, что, ой, ну у вас вообще все так лайт-вариант, мы вам поставим сразу импланты, и все будет вообще супер. Вот. Я сказала, ну давайте сюда ваши импланты. Вот. Настроение у меня было бодрое, хирург отличный. Вот. Но на операции выяснилось, что там все не так весело, и там совсем не нулевая стадия, там куча лимфоузлов задета. И это как раз вот то, что списывали на вот эту недостаточность диагностики, ее списывали потом на то, что Берсей мутация, она как бы дает такие вариации, которые хуже диагностируются. Я проходила все обследования, которые меня просили, и в том числе МРТ с контрастом, которая очень показана при Берсей мутации. Но, тем не менее, все очень удачно прошло для меня на самом деле. То есть мне и импланты поставили, и все подчистили, все убрали. Ну, назначили, конечно, химиотерапию, назначили лучевую. Все я это тоже, естественно, прошла. Если говорить сложно, то Берсей — это ген-онкосупрессор, который отвечает за восстановление генетического материала и восстановление структуры ДНК, если произошла, опять же, какая-то ошибка. Берсей-1 находится на одной хромосоме, Берсей-2 на другой хромосоме. И если мы получаем клетку, если мы получаем по наследству дефектный ген, то каждая клетка организма, каждая без исключения, несет в себе мутацию в гене BRCA1 или BRCA2. Важно, наверное, отметить, что мутация получают не только девочки, потому что название это BRCA Breast Cancer. Мутацию получают такой не только девочки, но и мальчики. У мальчиков просто это другие виды раков развиваются. Во-первых, нужно понимать, что та или иная мутация – это все-таки не стопроцентное развитие опухоли в течение жизни. Поэтому сказать однозначно, что раз мутация выявлена, так давайте сейчас быстренько уберем этот орган, который, значит, подвержен риску возникновения рака, мы так не можем. И такого советовать тоже не можем. Другое дело, что если мы знаем, что мутация существует, мы можем более тщательно и более скрупулезно проводить и методические обследования. То есть мы, допустим, знаем, что у человека есть синдром Линча. Мы знаем, что у него, скорее всего, почти 100% разовьется опухоль в ободочной кишке. Мы можем предложить пациенту сразу сделать операцию по удалению ободочной кишки, но мы знаем, что это приведет его ухудшит качество жизни. Что можно вместо этого делать? Можно проводить регулярные обследования, регулярную колоноскопию. Там довольно часто это надо делать, но тем не менее, как правило, все-таки удается на ранней стадии найти опухоль, которая появилась в кишке, и попытаться решить эту ситуацию малой кровью, скажем так, незначительным вмешательством, как правило, эндоскопическим. Ну, в общем и целом, всем понятно, как это делается. У тебя удаляются молочные железы, и на их место, собственно, ставится имплант. Я делала это платно. Тогда мне это обошлось вместе с, в общем-то, совсем, включая там неделю в больнице и все. Вышло где-то 270, по-моему, тысяч рублей. Дальше, если говорить непосредственно про рак молочной железы, то дальше достаточно проверяться, может быть, раз в полгода, раз в год.
Просто, в общем-то, смотреть, ну, наверное, больше, может быть, даже для какого-то собственного успокоения, что все в порядке, потому что, ну, вероятность рака, чтобы было понятно, да, если до операции это было порядка 85%, 85-90%, то после операции эта цифра стала где-то 5%. Если у человека выявлен рак молочной железы, да, то это повод задуматься об объеме операции, то есть нужно удалять обе молочные железы сразу. И опять же нужно задуматься, что же делать с яичниками, как выстраивать дальнейшую стратегию наблюдения. Ну, я стала общаться, естественно, с женщинами, которые проходили там тот или иной вид лечения, вот в этом сообществе, в женском здоровье. Мы стали общаться, там женщины с раком яичников тоже были. И я видела, что рак яичников лечится еще хуже, чем рак молочной железы. То есть это меня уже насторожило. То есть я подумала, елки-палки, так, там еще больше проблем может возникнуть. То есть и здесь-то не сладко. Вот, а там сложно вылечить его. Это тоже не такая простая штука. Немецкий врач, с которым я тогда проходила, ну, вот часть химиотерапии, который мне назначал, он мне говорил, что да, вам рекомендовано, вам не стоит с ними ходить. И я как-то так вот ходила, наверное, год прошел после окончания лечения. Ну, и я так думаю, по совокупности, наверное, ждать нечего. Вот, пошла. Нашла хирурга, гинеколога. Вот, говорю, надо, наверное, мне удалять яичники. Он так на меня посмотрел, говорит, да, и матку тоже. Я такая, у него, ну, я пойду пересплю с этой информацией. Вот, пошла я переспала с этой информацией и поняла, что он прав. И вот я так вот бродила и решилась. И оказалось, что у меня уже там в матке какая-то миома от этого тамоксифена началась. Ну, в общем, короче, к сожалению, вышло так, что вот эта женская система полностью дала сбой. И, видимо, ну, ничего не оставалось, как такое решение принять. Появилась так называемая иммунотерапия. Это большой прорыв, особенно вот для некоторых видов опухолей, и некоторых, в том числе, например, при опухолях при синдроме Линча, это иммунотерапия при 4-й уже когда стадии, мы говорим, она работает просто совершенно потрясающе. Ну вот, поэтому вместе с тем, что происходит открытие новых и новых генетических механизмов, клеточных механизмов развития рака, появляется еще и параллельно целая индустрия терапии этих раков. Ну, например, если там 20 лет назад меланома 4-й стадии это был приговор, то сегодня мы знаем, что примерно 30% пациентов с меланомой при 4-й стадии продолжают, тем не менее, жить годами на фоне вот такой вот иммунотерапии, таргетной терапии, потому что есть определенные мутации, которые позволяют воздействовать именно вот точечно на данный конкретный каскадный механизм в клетке и получать очень хороший эффект от лечения. Если ты понимаешь, что у тебя есть предрасположенность к какому-то заболеванию, и в будущем это заболевание может у тебя появиться, то, наверное, бояться, паниковать, не знаю, или что-то подобное, смысла, ну, лично я большого не вижу, если честно. Ну, то есть это не решит никакую проблему абсолютно, это не поможет, не спасет, а только создаст вот какой-то дополнительный стресс. Однозначно я стала уверенней. Во-первых, потому что, естественно, после операции, опять-таки, да, у меня хотя бы одно заболевание стало значительно меньше вероятность этого заболевания. Но плюс еще появилось какое-то понимание. Ну, то есть все равно как-то немножко в голове это все структурировалось, то есть уже касаемо каких-то других моментов, там, не знаю, например, рак яичников, да, который тоже, ну, 50% это тоже не маленькая, в моем понимании, вероятность. По крайней мере, уже нет ощущения, что ты просто вот, ну, находишься в каком-то пространстве, где ты ничего не понимаешь, не знаешь, куда тебе двигаться, и просто вот как-то на ощупь куда-то там идешь. Вот с мамой у меня было такое ощущение. Оно меня не покидало, в принципе, все время, и после я очень долго, надо сказать, боролась с каким-то, может быть, даже чувством вины, потому что мне казалось, что если бы я как-то более серьезно к этому подошла, стала бы сама там что-то изучать, не знаю, узнавать и прочее, может быть, я бы на что-то бы вышла. Ну, может быть, и вышла, на самом деле.
здесь уже никто не узнает. При наличии больше информации, большего понимания вообще, о чем речь и что есть, как можно это делать, все могло быть иначе. Самая основная проблема, почему профилактические вещи, любая профилактика не очень прижилась на сегодняшний день, заключается в том, что ни сам человек, ни часто врачи не верят, что они реально могут изменить судьбу. Когда знаешь, не страшно. Когда владеешь информацией и можешь опередить свою болезнь. И если есть хоть какая-то возможность избежать мучительного лечения путем превентивных мер, то этим обязательно надо воспользоваться. У меня есть сын, ему 8 лет. Сложные мысли. Честно скажу, что это сложно, потому что в 18 лет я думаю, что я каким-то образом постараюсь ему сдать этот анализ. Но буду ли я с ним об этом говорить, я не знаю, потому что можно себе такой устроить бэквест с этой тревогой. Пока у меня нет решения, скажем так, на этот счет, я думаю, что жизнь покажет. Информация про наличие мутаций важна как для самого человека, так и для семей. Раньше, конечно, как только открыли ген BRCA, в первую очередь эта информация нужна была для последующих поколений, для детей, для родственников, нужно ли им обследоваться, ходить по врачам. Но сейчас ситуация немножко изменилась. Информация о мутации важна самому человеку тоже. Во-первых, это другой объем операций, если рак уже выявлен. Это другие подходы к лечению, другая химиотерапия. И сейчас разработаны лекарства, которые направлены именно на опухолевые клетки с BRCA-мутацией. Если человек вообще об этом задумался, просто эта тема как-то возникла в поле, то с ней нормально побыть. Побыть и прислушаться к себе. Хочу ли я знать об этом больше? Хочу ли я что-то менять в жизни? Нужно ли мне как-то себя обезопасить? Чувствую ли я какой-то страх? Если честно, мне кажется, что если страх есть, то вот так идти напролом, это всегда немножко помогает. Пойти, выяснить, узнать. Если есть жалобы, хоть какие-то, лучше пойти, проконсультироваться с врачом и обследоваться. А у нас, как правило, очень часто я вижу людей, больных, которые, оказывается, что 2 года назад, 1,5 года назад были жалобы, но так как-то человек не обратил на это внимания, они усугублялись, и через 1,5 года выясняется, что уже тогда можно было поставить диагноз на гораздо более ранней стадии. Важно это тоже иметь в виду. Там страх смерти присутствует очень сильно. Я ходила на специальную группу даже. Есть очень хорошие психологи, которые именно разрабатывают эту тематику. Как жить в ремиссии так, чтобы правда полноценно жить, чтобы от этого не отгораживаться. Он обострился, конечно, страх смерти. И он такой стал явный, он стал осязаемый. Но одновременно с этим и спокойствие какое-то с этим тоже приходит. Когда ты до конца понимаешь, что каждый вдох и каждый выдох, хочешь ты этого или не хочешь, делает тебя старше, делает тебя дальше от твоего рождения, делает тебя ближе к моменту, когда ты исчезнешь. Ты думаешь, а все ли я в этом моменте делаю сейчас то, что мне нравится? А все ли сейчас так, как мне по душе? Насколько я хорошо отношусь к себе и к другим? Все ли прям в яблочко? Гораздо хуже, когда человек не готов к тому, что у него сейчас найдут какое-то заболевание, такое страшное. А когда он уже готов, он знает, что у него есть вероятность, что рак такой может быть в нем. Тогда легче, когда ты знаешь, чего ждать от жизни вообще, что за поворотом, тогда легче эту информацию просто воспринять, чем когда наоборот у человека спорадический рак, он живет, ничего не ожидает,
и, значит, ему как обухом по голове, значит, рассказывают, что у него есть опухоль. Когда речь идет о том, что человек знает, что у него болели там, ну, вот, родственники, и он, скорее всего, тоже может заболеть этим видом рака, он уже к этому, в принципе, морально готов. Вообще, наверное, если в семье хотя бы у одного человека было онкологическое заболевание, лучше пойти к врачу, поговорить с ним, обсудить свои личные риски и что делать в каждой конкретной ситуации. Рандомно проходить обследования, о которых вы начитались в интернете. На самом деле вы можете пройти очень много обследований, но это не приведет ни к какому результату. Самая лучшая опция — это попасть к врачу, который очень детально изучит всю вашу семейную историю, узнает, были ли случаи рака, возможно, проверит ваш личный противоопухолевый иммунитет и конкретно для вас в соответствии с международными стандартами разработает план индивидуального онкологического скрининга. Это самая лучшая опция для раннего выявления предраковых изменений. Цель была именно рассказать, чтобы вообще узнали, что это есть, это можно сделать, что это есть там анализы, вот это все. Потому что я понимаю, что так, жить надо долго и счастливо. Вот, да. И если есть хоть какая-то возможность, что человек не заболеет раком путем того, что он узнает о своей генетической мутации и сделает правильные шаги, то этот фильм и работа моей тети были сделаны не зря.